Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку очень вкусный торт со вкусом из детства, торт школьный. Торт получается необыкновенно мягким, вкусным, без сливок будем готовить, из самых простых продуктов, с классическим шоколадным бисквитом, с очень вкусным кремом из 3 ингредиентов. Все покажу и расскажу в данном видео. Торт буду готовить большой, на большую компанию. Торт буду готовить минимум на 25 порций, поэтому беру сейчас 16 яиц среднего размера, весом примерно по 50 грамм без скорлупы. Разделила на желтки и белки, и сначала буду взбивать белки. В белковую массу я добавляю 24 грамма ванильного сахара, 3 пакета. Вы можете добавлять также ванильный экстракт. Взбиваю до состояния вот такой пивной пены. И добавляю туда от общего количества сахара 560 грамм примерно 1/3. Повзбивала примерно минуту и добавляю туда также 40 грамм кукурузного крахмала. И взбивать буду примерно минут 5 сейчас эту массу. 5-7 минут. Все будет зависеть от вашего миксера. Здесь мой миксер 300 Вт мощность у него, то есть он маломощный. Смотрите по вашей технике. Бисквит этот классический, он готовится без добавления соли в принципе. Вы можете также щепотку соли добавить, но здесь это не обязательно, кто будет спрашивать в комментариях. Меренга будет глянцевая, очень красивая, вот такая пышная. Прекращаю вот сейчас уже взбивание, пики вот такие подрагивающие. Это правильно, это нормально. Сейчас буду взбивать дальше желтковую массу. Желтки сразу разбиваю, сразу ни в коем случае не засыпаем желтки сахаром, иначе они потом у вас уже покроются корочкой, вы ничего с ними не сможете сделать. И взбивать я буду примерно минут 7 желтковую массу. То есть желтки я взбиваю даже в какой-то степени дольше, чем белки. Многие пропускают этот шаг, но это дает пышность бисквиту потом, потому что миксер очень маломощный здесь у меня. Я взбиваю также длительно. Итак, сейчас к желтковой массе я вот так круговыми движениями вмешиваю белки взбитые. Конечно, этот бисквит можно взбивать в мощном планетарном миксере, тогда яйца можно и не разделять на белки и желтки, но я показываю именно вариант здесь для ручного миксера. Здесь вы можете брать также венчик крупный. Очень важно здесь брать посуду адекватного размера к данному количеству продуктов. Потому что если у вас будет маленькая посуда, вам будет очень сложно работать. Вот этого нужно избегать. Итак, сейчас, когда я ввела уже все белки, соединяю здесь 440 грамм муки и 40 грамм какао-порошка. Готовится классический бисквит без разрыхлителя, поэтому и я его не буду здесь использовать. Все это просто перемешиваю, и сейчас я буду это просеивать в массу и аккуратно вмешивать круговыми движениями примерно в 5-7 приемов. Здесь я беру вот такой большой венчик, очень удобно им размешиваются сразу комочки, а потом прохожусь еще и лопаткой. Форма здесь у меня для выпекания 24 на 34 сантиметра. Такая стандартная достаточно форма, она везде продается. Бока формы я ничем не смазываю. Выпекать я буду его в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Дверцу духовки ни в коем случае при выпекании не открываем. Выпекаться он будет примерно 50 минут. Количество теста данного видео идеально подходит для формы вот этого размера 34 на 24. Итак, бисквит испекся, и я сейчас дам ему полностью остыть до комнатной температуры и убираю его в холодильник примерно на ночь. Уберу его прямо в форме, накрою пищевым пакетом. 500 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю около 5 минут. Масло должно быть комнатной температуры примерно 25 градусов Цельсия. Здесь масло также не должно быть очень теплым, потому что если у вас масло, допустим, 30 градусов, то тогда крем будет очень жидким, и это также повлияет на его качество. Итак, добавляю сейчас 780 грамм
вареной сгущенки, карамелизированного сгущенного молока с сахаром. Здесь я добавлять буду по полбанки. Примерно по полминуты я буду каждое добавление сейчас прорабатывать. Сгущенка, естественно, вареная, должна быть тоже комнатной температуры, ни в коем случае не холодной. Потому что бывает, кто-то и сгущенку использует из холодильника. Здесь этого делать ни в коем случае нельзя. Миксер здесь у меня маломощный, 300 Вт. В идеале, конечно, этот крем взбивать в планетарном миксере. Тогда не будет пузырьков, разрывов у этого крема, и взбиваться он будет гораздо проще и быстрее. Но здесь показываю самый простейший вариант маломощным ручным миксером. Масло здесь у меня качественное, сливочное, 82% жирности. То есть обратите внимание на качество вашего сливочного масла. Многие в комментариях спрашивают, можно ли для этих кремов использовать масло сливочное 72% жирности. Мне трудно вам сказать, потому что я не знакома с качеством ваших продуктов. Поэтому лучше использовать, конечно, масло 82% жирности и смотреть по качеству. Итак, сейчас добавила уже всю сгущенку туда. Еще проработаю примерно полминуты, и на данном этапе вот этот крем масляный на вареной сгущенке уже можно использовать для начинки таких тортов, как безейные, ореховые торты. Но я буду взбивать сейчас дальше. Я добавляю теперь порциями 600 грамм сметаны. Сметана здесь у меня специально показываю из пачек, что она у меня не отвешенная. 30% жирности в сметане. Сметана только комнатной температуры должна быть. Вначале я добавляю 200 грамм сметаны, прорабатываю примерно минуту. И теперь буду добавлять по 100 грамм сметаны, примерно так на глазок. И взбивать буду каждое добавление сметаны также по минуте. Если у вас миксер планетарный, вы можете уже смотреть по вашему миксеру, возможно, вам понадобится меньше времени. Секунд 40, может быть, на каждое добавление. То есть вам нужно смотреть по мощности вашего миксера. Сейчас на данных этапах будет казаться, что крем расслаивается, что крем плохо объединяется. Это не так. Если у вас все продукты комнатной температуры, нужно просто взбивать дальше и ничего не бояться здесь. Если у вас будет отвешенная сметана, можно смело брать даже и 15% сметану, здесь 20%. Но главное тогда, чтобы она была отвешенная, эта сметана. И также уже отвешенной сметаны брать 600 грамм, чтобы стекла лишняя жидкость. Если вы хотите этот крем использовать именно для начинки тортов, тогда можно смело здесь не 600 грамм сметаны брать, а уже килограмм сметаны на эту же пропорцию сгущенки и масла. Но тогда в этом случае крем не будет таким устойчивым, не будет таким глянцевым, он будет таким более сливочным на вид и на ощущение, то есть он не будет держать форму. Такое количество крема здесь я готовлю для начинки большого торта. Если вам нужно крема по количеству на торт примерно для начинки такой 18-20 см в диаметре, крема нужно взять, естественно, эту порцию в половину меньше. Я все эти пропорции напишу в описании к данному видео. И на маленький торт, и на большой. Итак, ввела последнюю порцию сметаны. Обязательно сейчас на данном этапе собираю все с боков и со стенок посуды, перемешиваю хорошо, потому что что-то могло у меня остаться незамеченным. И взбиваю еще примерно 3 минуты, не меньше. То есть, в принципе, нужно ориентироваться даже не на время, потому что миксеры у всех разные, а ориентироваться на вид этого крема. Он должен стать глянцевым, красивым и полностью объединиться. Он должен объединиться, нужно просто взбивать дальше. И вот он у меня объединился, он стал плотным сразу, он не такой не рыхлый становится. Крем этот подходит как для украшения, так и для наполнения тортов, пирожных и капкейков. Итак, бисквит у меня простоял ночь в холодильнике вот в таком виде. Я его достаю сейчас из пакета, вырезаю его сразу из формы тонким острым ножом. Бисквит очень вкусный получается, идеально после холодильника держит форму и очень хорошо нарезается. Это классический бисквит, ему нужно обязательно дать время на отдых в холодильнике. Итак, нарезать буду на 4 коржа.
и шапочка еще у меня останется. Вот такой струной нарезаю, вы же можете нарезать его и ножом. Видите, какой идеальный разрез, несмотря на то, что мы его взбивали маломощным ручным миксером. То есть все можно сделать, если правильно взбивать белковую и желтковую массы. Небольшая шапочка здесь у меня останется. Ее можно, естественно, измельчить и использовать для посыпки боков и верха торта, если вам этот вариант будет интересен. Вот такие идеальные 4 коржа у меня получились, и я начинаю сборку торта сразу же. Крем я сейчас визуально делю на 4 части и буду использовать 3 части для прослойки и 1 часть уже для украшения тортика. В качестве пропитки я беру просто охлажденную кипяченую воду. Также, конечно, здесь можно взять и молоко для пропитки. Здесь можно взять и сироп сахарный. В пропитке беру примерно 300 грамм на весь этот торт. Этот торт делается в принципе очень быстро. Бисквит можно испечь заранее, заморозить его до месяца. Он прекрасно хранится в пищевой пленке в морозилке. Если здесь правильно распределить свой труд, этот торт можно собрать буквально за час. Нарезать эти бисквиты, они очень хорошо после морозилки разрезаются, и сделать быстро очень тортик на очень большую компанию. Если вам нужен маленький торт по этому же рецепту, допустим, на 18 см в диаметре, круглый, все количество ингредиентов следует разделить на 4. В качестве декора здесь я использую вот такие быстрые шарики для завтрака, шоколадные. Можете использовать также ту шапочку, которая у нас осталась от разрезания бисквитов. Вот так нежно и хорошо он нарезается, этот торт. Я ему не давала еще отстаиваться в холодильнике. Можете ему пару часов дать настояться в холодильнике. Шарики здесь я просто использую для декора, как одну из идей украшения вам. Такого быстрого домашнего показываю. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.